Уважаемые коллеги, мы начинаем интервью министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова российским и зарубежным средствам массовой информации. И позвольте передать слово первому корреспонденту. Это «Россия-24». Пожалуйста, задавайте вопрос. Да, спасибо большое. Безусловно, Сергей Викторович, я вас приветствую. Мария Владимировна, здравствуйте. Безусловно, самый главный, наверное, сейчас вопрос, это, конечно, вопрос о переговорах. И сейчас очень много идет голосов из дипломатических кругов, экспертов и так далее. Ну, проще говоря, нас мирят вот очень активно. И разные версии и так далее. Но вопрос, а с кем договариваться в Киеве сейчас? Опять же, господин Келлог выступает с инициативами, это уже, наверное, новая администрация, если его, конечно, утвердят, и так далее. Сергей Викторович, как вы видите ситуацию в этом вопросе? Вы знаете, много уже на эту тему было сказано. Президент неоднократно к этой теме обращался, в том числе и во время прямой линии, до этого на клубе «Валдай», в ходе других мероприятий. Нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее. Перемирие – это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей. Но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей. И эти договоренности должны прежде всего касаться первопричин украинского кризиса, главная из которых, или две главных из которых, это, во-первых, нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток и агрессивное поглощение натовцами всего геополитического пространства, вплоть до наших границ. И Украине была уготована эта участь, да и сейчас об этом продолжают говорить. И вторая первопричина, конечно же, это абсолютно российские действия киевского режима после госпереворота, когда официально было провозглашено и затем законодательно закреплялось истребление всего русского языка, средств массовой информации, культуры, даже использование русского языка в быту, ну и запрет канонической украинской православной церкви. Поэтому, когда нам говорят про то, что вот Россия выдвигает предварительные условия, это не предварительные условия. Это требование выполнить то, о чем раньше договаривались. Нам, как выясняется, лгали. И когда заверяли, что НАТО не будет продвигаться на восток, и когда подчеркивали свою приверженность урегулированию на основе устава ООН, но категорически забывая о том, что в этом уставе есть не только подтверждение принципа территориальной целостности. Там есть и принцип равноправия и самоопределения народов. Причем Генеральная Ассамблея долгое время рассматривала взаимосвязь между этими принципами и постановила в своей мудрости консенсусом, что нужно уважать территориальную целостность всех государств, чьи правительства уважают принцип самоопределения и в силу этого представляют все население, проживающее на соответствующей территории. Ну как может киевский нацистский режим представлять интересы крымчан, жителей Донбасса, Новороссии, которых он сразу после госпереворота объявил террористами и начал против них войсковую, так называемую антитеррористическую операцию? Вот вы знаете, инициативы Китая, Бразилии по украинскому кризису, они все подчеркивают необходимость уважения устава ООН. Упоминается от случая к случаю принцип территориальной целостности. Мы говорим с нашими китайскими, бразильскими друзьями, другими странами, которые сотрудничают в продвижении этой продиктованной самыми добрыми намерениями инициативы, о том, что устав ООН гораздо многограннее, чем просто принцип территориальной целостности. Принцип самоопределения народов, он не менее важен. Если бы не этот принцип, то
наверное, были бы проблемы с проведением деколонизации африканских и других народов. Именно этот принцип стал международно-правовой основой деколонизации. А деколонизация отразила нежелание, неготовность, невозможность африканских народов жить под управлением колонизаторов. Вот ровно так же население и Крыма, и Донбасса, и Новороссии не хочет, не может и никогда не будет жить под управлением нацистов, которые захватили власть в Киеве. Стало быть, вступает в силу принцип самоопределения народов. Они самоопределились. Крымчане в 2014 году, а вот пару лет назад Донбасс и Новороссия. И это уже реалии, которые отражены в нашей Конституции. Поэтому, если мы хотим говорить всерьез, то нужно относиться к принципам устава ООН не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи. И, конечно, не забывая столь любимый Западом принцип уважения прав человека. Это не Запад придумал, это написано в уставе ООН. В самой первой статье устава говорится, что все обязаны уважать права человека, независимо от пола, расы, языка и религии. Русский язык истреблен законодательно на Украине. Религия каноническая Украинской православной церкви запрещена. Поэтому я считаю, что все те, кто хочет искренне помогать искать основы для урегулирования кризиса, не могут обходить вниманием его первопричины. Напомню, что председатель КНР Си Цзиньпин в своей инициативе о глобальной безопасности в феврале 2023 года, которая была посвящена в целом любым конфликтам и принципам их урегулирования, особо выделил в тексте этого документа необходимость увидеть и устранить первопричины любого конфликта для того, чтобы его урегулировать. Ну и хотел бы также коснуться, вы упомянули господина Келлога, который как бы анонсирован в качестве будущего спецпредставителя президента Трампа по Украине. Он вот тут недавно заявил: мы увидели попытку России и Украины в рамках Минского процесса, которая провалилась. Поэтому мы ее не будем повторять, сказал он. На самом деле, ну, конечно, господину Келлогу, ему еще предстоит погрузиться в украинское досье поглубже, но минские договоренности это была не попытка, это были подписанные документы, которые были гарантированы дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии, где было сказано о том, что евроатлантическая безопасность будет учитывать интересы всех стран, где было сказано, что будут восстановлены усилия по созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Там много чего было сказано. Ничто из того, что было записано в этой декларации, равно как и в самом Минском документе касательно обязанностей украинского режима, ничего не было выполнено. А ведь это, еще раз подчеркну, документ, который был согласован, подписан на высшем уровне и был одобрен единогласно в Совете Безопасности ООН. Поэтому, наверное, господину Келлогу нужно поглубже в этом разобраться. Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета Безопасности ООН, которые растоптали при поощрении Соединенных Штатов. И Порошенко, который в качестве тогдашнего президента Украины подписывал, и бывшие лидеры Германии Меркель и Олланд. Они все трое год назад, по-моему, признались, что и не собирались эти минские договоренности выполнять. Нужно было время накачать Украину оружием. И сейчас все те идеи, которые витают в воздухе, которые гораздо менее обязывающие, чем минские договоренности, тоже практически преследуют ту же самую цель – выиграть время для нацистского режима. Как сказал президент Путин, мы готовы рассматривать любые серьезные конкретные предложения. Рассуждать, гадать на кофейной гуще сейчас, наверное, преждевременно. Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога, вникнут в первопричины конфликта,
И мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и доступно, предельно ясно изложенную позицию, готовы всегда эту позицию подтверждать. Открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь, в Министерстве иностранных дел, и которые, особо отмечу, не являются никакими предварительными условиями. Это требование выполнить то, под чем все подписались, принимая Устав Организации Объединенных Наций. Пожалуйста, Спасибо. медиакорпорация Китая. Спасибо, Мария Владимировна. Уважаемый Сергей Викторович, в недавнем интервью вы сказали, что становится токсичным, когда кого-то видит, что с вами разговаривает американец или европеец. А европейцы вообще убегают, когда вас видят. При такой настройке западных политических деятелей возможно ли вообще решение каких-либо серьезных международных проблем? Дипломатия как инструмент внешней политики в настоящий момент еще действует в международной жизни. И у меня второй вопрос о сотрудничестве глобального юга. Китай и Россия проводят работу по консолидации мирового большинства, объединяют силы глобального юга. Во время саммита БРИКС в Казани наша медиакорпорация совместно с ВКТРК провели круглый стол СМИ стран БРИКС, на котором участники единогласно высказались для создания механизма доступа к объективной и справедливой информации. А в наступающем году в Китае состоится саммит ШОС, и вместе будем отмечать 80-летие победы над фашизмом. Как, по вашему мнению, какие шаги страны глобального юга вместе с Китаем и Россией должны предпринимать, в том числе в области СМИ, чтобы защитить международный порядок после окончания Второй мировой войны и мир во всем мире? Спасибо. Спасибо вам. Насчет методов, которые сейчас применяют наши западные коллеги в международном общении, можно много сокрушаться, но дело бесполезное, потому что у них принято политическое решение добиться изоляции России во всех смыслах. Выдвигаются какие-то безумные требования к остальным странам, не встречаться с российскими представителями, не принимать их, не ездить к ним, перестать торговать, покупать более дорогие энергоносители себе в убыток. Вот что сейчас является методами так называемой западной дипломатии, которая вся сводится к угрозам, санкциям, наказаниям и шантажу. Кстати, вот Жозеп Боррель, который недавно оставил пост внешнеполитического представителя Евросоюза, заявил, что вот недавно, совсем уже не будучи обремененным официальными обязанностями, где-то дней 10 назад заявил, что Запад не смог изолировать Россию, Евросоюз обещал помогать Киеву сколько потребуется, но ничто не безгранично. И говоря о санкциях, он прямо сказал, Китай заменил Европу и группу 7 в торгово-экономических отношениях с Россией. Ну, я уверен, что он прозрел не в последнюю неделю, а все всегда это понимали, что западные санкции прежде всего наносят ущерб тем населению тех стран, которые эти санкции применяют. В Америке даже не было, тут недавно был ураган, который президент Байден сначала не заметил, потом поехал туда. У них, помните, какие были выплаты, какие смешные выплаты, по 700, по-моему, долларов на человека. И были огромные протесты в отношении того, что при таком отношении к собственным гражданам десятки, более сотни, 150 миллиардов долларов направлены за последние пару лет на Украину. Во Франции тоже был неурожай, был кризис сельскохозяйственный, и фермеры протестовали. Германская промышленность просто упала и рухнула. Поэтому им виднее, как им себя вести, но у меня ощущение, что американцы в качестве, у них же политика какая? Убирать конкурентов. Вот сейчас убирают Россию. Уже начинают убирать Китай. Уже Китаю ограничивают поставки
различных чипов, элементов микроэлектроники, желая сдержать технологическое развитие. Китайский народ, как и российский народ, все равно сделают то, что нам необходимо для нашего развития. Но методы эти абсолютно ясны. И помимо нас, помимо Китая, в известной степени, даже в значительной степени, Европа тоже стала жертвой курса Соединенных Штатов на устранение любых конкурентов. Поэтому мы, конечно, все это видим, все это имеем в виду, готовы, неоднократно об этом заявляли, говорить со всеми западными представителями, которые настроены на равноправный диалог, поиск баланса интересов, на взаимовыгодные договоренности. И такие представители есть. Это и Венгрия, Словакия, другие члены Евросоюза потихонечку тоже начинают проситься на какие-то доверительные разговоры. Но в открытую очень мало кто решается. Действует такая палочная дисциплина в Евросоюзе. Новая глава евродипломатии Кая Каллас диктует всем, как им себя надо вести. Посмотрим, насколько брюссельская бюрократия, которую уже все сравнивают с более жестким вариантом советской авторитарной системы, насколько она будет в состоянии убедить страны-члены, что она лучше них знает настроение их населения и нужды этих народов. Что касается наших отношений, мы прекрасно понимаем, что Россия и Китай, это признается широко, действительно представляют собой стабилизирующий фактор в международных отношениях. И в качестве примера позитивного воздействия Пекина и Москвы на международную обстановку приведу, конечно же, взаимодействие по линии БРИКС. В рамках этого объединения сотрудничают страны, представляющие разные континенты, разные цивилизации, разные религии, разные культуры. И все это гармонично вписывается в договоренности, которые регулярно согласовываются в рамках БРИКСа, которые охватывают без привлечения все сферы деятельности, и политику, и военно-политические вопросы, вопросы безопасности, экономики, культуры, образования, в общем, всех сфер деятельности человечества. Популярность БРИКС огромна. В Казани на саммите присутствовали делегации 35 государств и 6 многосторонних организаций руководители, включая Организацию Объединенных Наций. И такая представительность, конечно же, говорит об авторитете этой структуры, в растущем интересе к сближению с БРИКС других организаций глобального Юга и глобального Востока, которые придерживаются независимой линии в международных делах. И я убежден, что устойчивое развитие многополярного мира просто невозможно без налаживания взаимодействия между этими объединениями нового типа, где нет ведущих и ведомых, где нет начальников, нет никаких приказов, которые необходимо исполнять, как это мы наблюдаем и в Евросоюзе, и в НАТО, кстати. Поэтому надеюсь, что многополярный мир, конечно же, предполагает участие в этих процессах наших западных коллег, и они никуда с нашей планеты не исчезнут, но как они будут себя позиционировать, как они переживут, наверное, такую тяжелую психологическую утрату доминирования, которым они наслаждались полтысячелетия, это зависит от их политической культуры, от их понимания своего реального места в современной жизни и от их способности действовать сообразно этому реальному месту при уважении законных интересов и законных достижений других государств, включая государство БРИКС. Что касается информационного аспекта работы БРИКС, то, конечно же, мы исходим из того, что необходимо в хорошем смысле разъяснять те принципы, на которых БРИКС функционирует, те принципы, на которых обеспечивается его информационная работа, потому что слишком много слухов и сознательных фейков
о деятельности нашего объединения распространяется на Западе, для того, чтобы отвадить от БРИКС страны глобального юга, расположенные на всех континентах Африки, Азии и Латинской Америки. И, конечно же, продвижение информационного взаимодействия очень важно для того, чтобы укреплять позиции БРИКС и в целом глобального юга в универсальных структурах. Это и Организация Объединенных Наций, и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Шанхайская организация сотрудничества и, конечно, Группа 20 и другие форматы. Во всех этих форматах, подчеркну еще раз, российско-китайская связка играет очень и очень важную консолидирующую роль для государств глобального юга. Вы упомянули предстоящий юбилей победы во Второй мировой войне. Наши страны, Китай и Россия, приняли на себя основной удар немецкого фашизма и японского милитаризма, понесли самые крупные потери во Второй мировой войне, и наши лидеры договорились достойно отметить предстоящие юбилейные даты. Это 80-летие победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне в Европе 9 мая нынешнего года и 3 сентября 80-летие победы во Второй мировой войне на Дальнем Востоке. Я убежден, что информационные структуры и БРИКС, и других организаций, где мы с Китаем сотрудничаем, будут достойно и широко освещать эти события. Ну и в конце мы, конечно, заинтересованы в дальнейшем укреплении медиасотрудничества в рамках БРИКС. В сентябре в Москве, когда Россия была председателем, прошел медиа-саммит, который был организован информационным агентством ТАСС при поддержке, кстати, китайской стороны. Там были представители 60 средств массовой информации из 45 стран. А в октябре состоялся упомянутый вами круглый стол, диалог средств массовой информации стран БРИКС в Казанском университете. Я уверен, что подобные мероприятия должны быть регулярными, проводиться чаще. Это действительно создает альтернативные платформы для доступа к информации населения глобального юга, глобального востока, да и заинтересованных граждан западных стран. А таковых все больше и больше, кто хотел бы знать правду относительно происходящего за пределами контура Евросоюза и НАТО. Пожалуйста, передаем слово нашим коллегам из Объединенных Арабских Эмиратов, Ашарк Ньюс. Здравствуйте, Сергей Викторович и Мария Владимировна. У меня будет два вопроса. Первый по Украине, второй по Сирии. Сергей Викторович, Москва постоянно утверждает, что она готова на переговоры. Вы буквально пару минут назад еще раз это подтвердили. Но Владимир Владимирович, Путин на пресс-конференции заявил, что Москва готова вести переговоры с легитимными властями, каковым Зеленский не является. С кем тогда вести переговоры и каким Москва видит исход СВО? И второй вопрос. Также Москва утверждает, что она ведет переговоры с новыми силами, которые контролируют власть в Сирии. Как можно охарактеризовать эти переговоры и каким вы видите будущее отношения Москвы и Дамаска? Спасибо большое. Но относительно легитимности нынешней украинской власти, так называемой, президент на прямой линии очень четко сказал, что украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствии с украинской конституцией. И для этого, конечно же, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, надо выборы провести. А пока, согласно Конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная Рада и ее, соответственно, председатель. Но об этом говорить, по-моему, преждевременно. Самое главное, не подобрать какую-то переговорную команду киевского режима, а разобраться с первопричинами этого кризиса, которые мы хотим устранить, и без устранения которых никакой договоренности быть не может. Я подробно остановился на этих первопричинах и очень надеюсь, что все те, кто заинтересован в продвижении переговоров, понимают, о чем идет речь. Это, повторю еще раз, это не предварительные условия. Это то, что необходимо всем участникам этого
процессы этого конфликта необходимо было выполнить давно в соответствии с уже взятыми на себя обязательствами и в том числе в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, принципы которого должны применяться во всей их полноте и взаимосвязи. Поэтому при таком понимании мы открыты к любым серьезным предложениям. Очень надеюсь, что все понимают, что временная приостановка огня для того, чтобы через какое-то время опять заниматься возобновлением конфликта, она неприемлема. Мы настаиваем на необходимости окончательного завершения этого конфликта на устойчивой, юридически безупречной основе путем устранения его первопричин. Я очень рассчитываю, что понимание безальтернативности такого подхода будет укрепляться. Что касается Сирии, да, мы не отзывали своих дипломатов из Дамаска, наше посольство продолжает там работать, как и многие другие посольства. Поддерживаем контакты с новыми сирийскими властями по линии нашего дипломатического представительства. Прежде всего сейчас обсуждаем практические вопросы, касающиеся обеспечения безопасности российских граждан, безопасного функционирования нашего посольства. И в целом мы заинтересованы и готовы к диалогу и по другим вопросам наших двусторонних отношений и по вопросам региональной повестки дня. Как подчеркнул президент Путин, мы открыты контактам со всеми действующими общественно-политическими силами в Сирии. Мы поддерживаем эти контакты, причем поддерживаем уже достаточно давно, еще до последних событий, с большинством из них такие контакты были. И отмечу, что глава новых властей в Сирии Ахмед Шара выступал недавно, по-моему, давал интервью BBC, где он назвал отношения между нашими странами давними и стратегическими. Мы такой подход разделяем. У нас действительно много общего с сирийскими друзьями. Мы внесли большой вклад и в освобождение Сирии от колониальной зависимости, внесли вклад в подготовку кадров. Десятки тысяч сирийцев у нас получили образование. Сейчас обучаются 5000 граждан Сирии. И мы будем готовы такое взаимодействие развивать. Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас есть определенные уже достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти. Понятно, что процесс этот непростой, это переходный период, который, как было объявлено, является подготовкой к выборам. Основы проведения выборной кампании предстоит согласовать. Все ведущие страны подчеркивают необходимость сделать это таким образом, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы в нем в предвыборной кампании и в самих уже выборах могли участвовать все политические и этноконфессиональные группы сирийского народа. Непростой процесс, повторю еще раз, но мы готовы этому процессу содействовать, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, в рамках деятельности астанинского формата, где Россия вместе с Турцией и Ираном и при участии целого ряда арабских стран готова играть роль поддержки консолидации всех процессов в Сирии и организации выборов таким образом, чтобы они были признаны всеми, не вызывали никаких вопросов. Вот, поэтому у нас на эту тему есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, конечно же, Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Ливаном. Все они заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила путь, по которому пошло ливийское государство после того, как НАТО просто разрушило
это государство, которое до сих пор приходится собирать по частям, и пока это не очень удается. Посмотрим. Конечно, очень важно, какую роль будут играть соседи Сирии. Мы слышали заявление президента Эрдогана. Мы понимаем законные озабоченности турецкого руководства, турецкого народа по поводу безопасности на границе с Сирией, где неоднократно уже случались инциденты, связанные с террористическими структурами, которые там устраивали беспорядки. Эти законные интересы безопасности должны быть обеспечены, но должны быть обеспечены таким образом, чтобы Сирия сохранила свой суверенитет, территориальную целостность, единство. И в пользу этого турецкое руководство высказывается, мы это поддерживаем. Очень важно разобраться с востоком Сирии, где американцы незаконно оккупировали значительную часть территории, причем территории, где расположены основные месторождения нефти, наиболее плодородные земли. Все это добывается, экспортируется, деньги уходят на поддержку сепаратистских структур, которые американцы создали на востоке сирийского государства. Все это необходимо принимать во внимание. Нельзя допустить развала Сирии на части. Некоторым это хотелось бы. И, конечно же, очень важно, чтобы Израиль понимал свою ответственность за вот эти общие усилия. И чтобы не пытался обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Это принцип, который был провозглашен достаточно давно, принцип неделимости безопасности. Нельзя рассчитывать на то, что вот я уничтожу все военные объекты соседа, и потом буду до скончания века жить в мире и в благости. Это называется посеять бурю, которая обязательно вернется к тем, кто это делает. Пожалуйста, телекомпания «Телесур», Венесуэла. Здравствуйте, Сергей Викторович и Мария Владимировна. Я представляю международный латиноамериканский телевизионный проект «Телесур». Это Венесуэла, Куба и Никарагуа. И у нас следующий вопрос. Латинскую Америку и Россию давно соединяют узы больших исторических, культурных и человеческих симпатий. Какие конкретные шаги будут предприняты Россией в наступающем году и вообще в будущем для укрепления наших связей и каковы приоритеты российской политики в латиноамериканском регионе? Это первый вопрос. И второй. С приходом к власти в США администрации Трампа Россия надеется выстроить с ней более прагматичные отношения. Вместе с тем известны угрозы многих представителей новой американской администрации в адрес многих друзей и союзников России среди стран глобального юга. Как это могло бы отразиться на отношениях между Россией и США? Спасибо большое. Вы абсолютно правы. Отношения между Россией и странами латиноамериканского Карибского бассейна, Латинской Америки и Карибского бассейна традиционно дружественные. У россиян и латиноамериканцев давние взаимные симпатии, взаимное уважение проявляется и в сфере отношений к мировой культуре и культуре друг друга. Это действительно очень прочно связывает наши народы. И мы от подавляющего большинства латиноамериканских стран сейчас получаем сигналы о заинтересованности укреплять и расширять партнерство с Российской Федерацией. У нас активно развивается диалог и сотрудничество и по политическим вопросам, по дипломатическим каналам, на темы экономики, культурно-гуманитарного сотрудничества. И, кстати, быстро развивается взаимодействие между регионами наших стран и даже муниципалитетами. Такая разветвленная структура взаимодействия. И мы готовы их максимально углублять, развивать их в той степени, в которой заинтересованы сами латиноамериканские страны. У нас в основе связи равноправие, взаимные выгоды, взаимное уважение, нет никакой идеологии, нет никаких доктрин, будь то доктрина Монро или какая-то другая. Хотя, конечно же, мы обращаем внимание, когда вот
администрации Байдена за последние 4 года своего правления несколько раз устами официальных представителей заявляла, что она озабочена тем, что вот Россия направила делегацию в Никарагуа или направила делегацию в Венесуэлу, и что это создает риски для безопасности Соединенных Штатов. Ну, надо совесть иметь, потому что все прекрасно понимают, какие риски для безопасности других стран создают Соединенные Штаты, имея военные базы более 200, я уж не помню в каком количестве стран, но при этом запрещать кому-то иметь отношения с Российской Федерацией. Это совершенно бесперспективный подход, и надеюсь, что новая администрация в Вашингтоне это осознает. У нас хорошие планы на будущий год, целый ряд визитов взаимных планируется, и мы же развиваем наши отношения не только по двусторонней линии, но и с региональными структурами, такими как СЕЛАК, АЛБА, Центральноамериканская интеграционная система, Меркосур, и Кариком и многие другие. Поэтому мы исходим из того, что год будет очень плодовитым на мероприятия, особенно с учетом того, что у нас будет в предстоящие месяцы буквально парад юбилеев установления дипломатических отношений между нашей страной и государствами Латинской Америки. В марте с Венесуэлой и Доминиканской республикой, в апреле с Гватемалой, в июне с Эквадором и Колумбией, в сентябре с Кубой и Гондурасом, и в октябре с Аргентиной, а в декабре с Мексикой. И, конечно же, каждый из этих юбилеев будет отмечен достойным образом. Мы планируем и выставки, конференции, встречи общественных деятелей, молодежи, культурные мероприятия. Конечно же, это позволит наметить новые перспективы наших отношений. Кстати, в этом году мы открываем полноценное посольство в Доминиканской республике. В июне будем рады видеть латиноамериканских гостей на Петербургском международном экономическом форуме. Там традиционно существует латиноамериканская секция. В нынешнем году, в июне, на ежегодном форуме в Петербурге главным гостем был президент Боливии господин Арсе. Это впервые в таком качестве участвовал представитель латиноамериканского региона. Но обращу внимание и на другие форумы, которые в России проходят, и которые, конечно же, будут представлять интерес для наших латиноамериканских друзей. Это Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Санкт-Петербургский международный культурный форум и многое другое. Кстати, у нас, несмотря на прошедшую пандемию коронавируса, несмотря на санкционную войну, развязанную Западом, товарооборот с Латинской Америкой устойчив и остается стабильным все последние годы. Основные наши торговые партнеры – Бразилия, Мексика, Эквадор, Аргентина, Колумбия, Чили – были бы заинтересованы расширять наши торговые и инвестиционные связи с Никарагуой и Венесуэлой, в отношении которых, конечно же, наиболее серьезно сказываются незаконные санкции, которые ввели Соединенные Штаты. Реализуем двусторонние проекты с целым рядом государств в различных сферах, в том числе в сферах высоких технологий, и заинтересованы в том, чтобы страны континента укрепляли свои контакты с Евразийской экономической комиссией, с Евразийским экономическим союзом. Сейчас единственным внерегиональным наблюдателем в Евразийском экономическом союзе является именно латиноамериканская страна Куба. Ну и, конечно, я упоминал сотрудничество в образовательной, гуманитарной, культурной, спортивной сферах. Мы заинтересованы все это развивать самыми быстрыми темпами. Сегодня у нас обучается почти 5000 латиноамериканских студентов за счет российских государственных стипендий. Знаем, что в некоторых латиноамериканских странах, чтобы такую стипендию получить, проводятся конкурсы. И там бывает до 10 человек на одну стипендию. Нам это приятно. И, конечно же, мы будем увеличивать ежегодные квоты. Хочу отметить также среди уникальных
черт нашего сотрудничества, 27 из 33 стран Латинской Америки, Карибского бассейна, 27 из 33, имеют соглашение с Россией о безвизовых поездках наших граждан. Это рекорд вот в процентном отношении, это рекорд по сравнению с другими частями мира. Российские туристы без виз посещают и Кубу, Доминиканскую республику, Венесуэлу, достопримечательности в Перу, Мексике, Гватемале, бразильский карнавал, футбол в Латинской Америке. Все это реально привлекает туристов и обеспечивает увеличение турпотока. В следующем году у нас будет новая возможность приложить совместные усилия к развитию многостороннего взаимодействия. Мы проводим в сентябре 2025 года международный конкурс песни «Интервидение», для участия в котором уже выразили свою заинтересованность более 25 стран, в том числе ряд стран Латинской Америки. Ну и со своей стороны готовы всячески приветствовать и привечать туристов из латиноамериканских стран, показывать и Москву, и Петербург, Байкал, Камчатку, Сочи, Суздаль, Алтай. У нас очень много живописных мест и исторических памятников. Так что, да, и есть такой еще вид туризма, как прокатиться по Транссибирской железнодорожной магистрали сквозь всю Россию до Тихого океана и посмотреть ее как бы вот таким одним общим взглядом. Что касается действий администрации Соединенных Штатов, которая вот сейчас оформляет свой состав персональный, который 20 января вступит уже в полномочия, мы никогда не питаем иллюзий, никогда не питаем надежд. И рассуждать о том, что вот придет такой-то президент, наверное, будет лучше в этом вопросе, а если другой, то где-то мы постараемся еще что-то сделать. Мы не будем гадать. Мы будем ждать, когда политика новой администрации будет окончательно сформулирована. У нас есть полное понимание того, что в США существует двухпартийный консенсус в отношении России. Этот консенсус не дружественный, а, прямо скажем, русофобский. И независимо от партийной принадлежности правящая элита будет продвигать свою линию на то, чтобы Россия как конкурент была всячески ослаблена. Любого конкурента, я уже касался в начале нашей пресс-конференции этого вопроса, любого конкурента, будь то Россия, Китай, да и Европа, Соединенные Штаты стремятся всячески ослабить. У них давно уже был провозглашен принцип, что ни одна страна в мире не должна быть сильнее, чем Соединенные Штаты. Понятно, что жизнь, она, конечно, жестче, чем всякие заявления и декларации, но для того, чтобы осознать неизбежность вести себя по-другому, Соединенным Штатам еще предстоит пройти немалый путь и посмотреть, как реально развивается ситуация, и почувствовать на себе, что такое реалии многополярного мира. Пока же Россия в доктринальных документах Соединенных Штатов записана как противник. В выступлениях представители нынешней администрации называли ее и врагом. Она также обозначена как экзистенциальная угроза, немедленная. Китай – это следующий вызов. Поэтому в Соединенных Штатах так последовательность сохраняется. Но, тем не менее, мы, конечно, слышим сигналы, которые от команды Трампа поступают, о том, что они заинтересованы возобновить диалог. И это абсолютно разумно и нормально. Всегда, даже когда между странами враждебные отношения, поддержать диалог, посмотреть, кто что хочет донести до собеседника. Ну, в этом и заключается смысл дипломатии. Дипломаты общаются даже во время войн. Поэтому если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне о том, чтобы возобновить, вернее, восстановить
прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции «Диалог», если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся. Но диалог прервали американцы, поэтому им сделать первый шаг, еще раз повторю, мы ждем официального формулирования политики администрации Трампа в отношении России. Если в Вашингтоне будут учитывать наши законные интересы, то диалог, конечно же, будет не бесполезным, а будет результативным. А не будет, если не будут наши интересы учитываться, то все останется так, как есть. Что касается упомянутых вами угроз представителей новой администрации в адрес глобального Юга и Востока, угрозы поднять тарифы, угрозы наказать тех, кто будет использовать не доллар, а какие-то другие валюты, другие платежные платформы, нас это не удивляет. Как я уже сказал, подавление любых конкурентов, извлечение односторонних выгод всегда отличали политику Соединенных Штатов. И в этом нет ничего нового. Линия на вмешательство во внутренние дела суверенных государств, это с давних пор уже отражает методы Вашингтона, поэтому они, конечно же, будут продолжаться, и к этому надо быть готовыми. Но еще раз скажу, все-таки жизнь должна заставить Соединенные Штаты понимать тенденции и реальные процессы современного мира, и также понимать, что диктат более не может быть главным инструментом функционирования международных отношений. И мы переходим к LC, это телекомпания ТФ1. Мы будем Жерара Гаро слышать в переводе, но не будем его видеть. Пожалуйста, вам слово. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вчера, 25 декабря, около десятков ракет были направлены в сторону Украины. И это случилось во время Рождества. Вы не думаете, что это было шокирующее событие? И второй вопрос. В декабре Эммануэль Макрон устроил встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже. Не думаете ли вы, что президент Америки может поддерживать больше Киев, чем он это говорил в ходе своей кампании? Что вы думаете об этой инициативе? Спасибо. Что касается ведущихся боевых действий в рамках нашей специальной военной операции, а лучше сказать в рамках войны, которую Запад, включая Францию, объявил Российской Федерации, и эту войну ведет руками украинского режима, то я надеюсь, что вы, как представитель журналистской профессии, не только обратили внимание на происходящее в связи с действиями наших вооруженных сил 25 декабря, но и следите за историей вопроса, сопровождаете все эти процессы, анализируете и понимаете гносеологию проблемы и в каком направлении эта проблема развивается. Я не хочу даже много на эту тему говорить, потому что мы многократно выражали наше неприятие поставок дальнобойных ракет западного производства, включая французские «Скальпы», включая американские «Атакамсы», британские «Storm Shadow», поставок этих дальнобойных ракет киевскому режиму, предостерегали от того, что передача смертоносных вооружений будет вести лишь к эскалации, что киевский режим не в состоянии соблюдать правила ведения войны, соблюдать международное гуманитарное право. Если вы следите за, скажем, той информацией, которую в Европе, может быть, приглушают, но у нас она доступна ежедневно и по телевидению, и в соцсетях, в интернете, ежедневные удары беспилотниками, либо вашими западными ракетами по откровенно гражданским целям. Гибнут мирные люди, удары наносятся по машинам скорой помощи, по школам, по больницам, по товарным рынкам и по другим, как я уже сказал, гражданским объектам. Никто ни разу из западных государств, поставляющих оружие нацистскому режиму в Киеве, не предостерег его от того,
чтобы он занимался подобным грубейшим нарушением международного гуманитарного права и правил ведения войны. До тех пор, пока подобное поведение киевского режима будет продолжаться, а оно не просто поощряется, а направляется Западом, включая Францию, мы будем отвечать, но отвечать не так, как это делает киевский режим по вашему, так сказать, наущению. Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины. Вот 20 декабря, когда ракеты «Атакамс» и «Storm Shadow» ударили по гражданским целям в Российской Федерации, мы ответили высокоточным оружием по, перечисляю цели, пункту управления силам службы безопасности Украины, по Киевскому конструкторскому бюро «Луч», которое осуществляет проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет, и ракетных систем залпового огня, а также по позициям американского ЗРК «Патриот». Все цели поражены. Мы поражаем те точки, из которых ведутся обстрелы наших территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане. Еще раз подчеркну то, что говорил президент. Цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации. Это могут быть и военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве. Вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям – это не в наших правилах. Это правило нацистов, которые засели в Киеве при поддержке Запада, и правило тех, кто поставляет им вооружение для уничтожения сугубо гражданской инфраструктуры и мирных граждан. Что касается вашего второго вопроса, вы знаете, мы привыкли уже к большому количеству инициатив, которые Франция объявляет, проводит различные встречи, конференции. Вот я помню, еще в 2015 году, в декабре, президент Олланд вдруг неожиданно объявил, надо срочно созвать конференцию по Ливии. Съехались на эту конференцию, 1,5 дня произнесли речи, и потом все про все забыли. Но зато саму конференцию очень красиво показали по французскому телевидению. Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам. И мы это приветствуем. Но каков результат от таких инициатив и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю. Вот, например, не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины. Просто вот диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что ни слова об Украине без Украины. Ну, мы как бы не отказываемся от контактов, готовы послушать. Но параллельно с этим Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения вооруженных сил Украины, напрямую заявляет о том, что нужно продолжать долбить Россию и добиться того, чтобы Украина подготовилась к переговорам с более сильных позиций. Ну, понимаете, такое как бы двусмысленное поведение, оно не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег. И относительно вот той встречи, которая состоялась в связи с церемонией открытия Нотр-Дам-де-Пари, я не увидел на картинке каких-то обнадеживающих сигналов. У меня сохраняется чувство, что прежде всего
самым главным в этой встрече была именно картинка, когда два политика и один расист нацистского толка сфотографировались на фоне этого собора. Завершая тему, которую поднял французский журналист, хотел бы обратить его внимание, что ровно 2 недели назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в соцсетях о том, что Зеленский отказался от рождественского перемирия. И мы переходим к завершающему вопросу. Пожалуйста, коллеги, Rush Today. Спасибо, Мария Владимировна, уважаемый Сергей Викторович, с наступающим вас Новым годом. У меня 2 вопроса. Представитель НАТО Патрик Трёрнер, говоря о планах на 2025 год, заявил о усилении присутствия Альянса на Украине. За этот год, он сказал, присутствие НАТО здесь утроилось, и мы планируем еще больше усилить ее в следующем году. Сергей Викторович, как вы прокомментируете планы НАТО по расширению своего присутствия на Украине? И стоит ли ожидать официальной реакции Москвы на это расширение? И второй вопрос, я хочу тоже продолжать тему по Сирии. Каково будущее переговоры в рамках астанинского формата, особенно учитывая, что этот формат продемонстрировал высокую эффективность в координации со своими сирийскими сторонами? Спасибо. Ну, что касается присутствия НАТО, это прежде всего, конечно, НАТО – это прежде всего Соединенные Штаты. А спецслужбы Соединенных Штатов и ЦРУ и другие присутствовали на Украине уже даже задолго до госпереворота. А после госпереворота они просто там обосновались в службе безопасности Украины. У них был целый этаж, а может быть и даже 2. Поэтому несамостоятельность киевского режима, пришедшего к власти в результате путча, она хорошо известна, и никто, собственно, в этом не сомневается. Руководят им прежде всего англосаксы, и некоторые другие страны Североатлантического альянса и Европейского Союза. Что касается сообщения, о котором вы упомянули, наверное, там был недавно, в соответствии с решением Вашингтонского саммита июльского, был создан аппарат старшего представителя НАТО на Украине. Эта должность была введена по решению Вашингтонского саммита. По нашим данным, сейчас в этой миссии работает порядка 50 человек, и еще 20 должны появиться в следующем году. Возможно, об этом и шла речь в той информации, которую вы упомянули. Но это лишнее, это не такое, наверное, значительное событие, но тем не менее дополнительный факт, который подтверждает, что Вашингтон и его союзники прибирают Украину к рукам, устанавливают плотный контроль, вернее даже уплотняют уже установленный контроль за всеми сферами жизни этого государства, включая сектор безопасности, сектор обороны. И, конечно же, Запад всячески советует Зеленскому действовать так, как выгодно Западу. Посмотрите, как открыто, бесцеремонно требовали понизить призывной возраст до 18 лет, не скрывая, что это прежде всего в интересах Соединенных Штатов. Помните, такой был сенатор, не был он, жив еще, Линдси Грэм, который, посетив Украину, фотографируясь красивой картинкой с Зеленским, заявлял прямо, что на Украине огромное количество богатств, прежде всего редкоземельных минералов, и нельзя отдать России эту житницу мира, самую богатую в Европе на редкоземельные металлы. Госсекретарь Блинкен известен тем, что публично отстаивает до сих пор необходимость войны на Украине, как он выразился, финансово-экономическими выгодами для США. И то, что многие плодородные земли и залежи минеральных ресурсов Украины уже достаточно давно приобретены американскими корпорациями, это тоже небольшой секрет. Так что все, что мы излагаем в отношении украинского кризиса, все, что президент обозначил в качестве принципов его урегулирования,
на основе устранения первопричин, причем устранения, опирающегося исключительно на международное право и уже существующие обязательства Запада и Украины, все это остается в полной мере в качестве нашей безальтернативной позиции. Что касается Сирии и роли астанинского формата, я уже касался этой темы. Астанинский формат был создан по итогам специальной общенациональной конференции сирийских политических этноконфессиональных сил. Мы уже в рамках астанинского формата собирались более 20 раз. Крайняя встреча была 7 декабря в Дохе, прямо накануне сирийских событий. Мы имели возможность с моими коллегами из Турции, Ирана и с подключением спецпредставителя генсекретаря ООН Гейра Педерсона обсудить ситуацию. И мы все до сих пор обмениваемся оценками, конечно же, мнениями. И позиция и Турции, и Ирана, и России заключается в том, что астанинский формат вполне может сыграть и на нынешнем этапе полезную роль. Тем более, что в его работе традиционно участвовали в качестве наблюдателей также и арабские государства, это Ливан, Ирак, Иордания, проявляют интерес и монархии Персидского залива. Поэтому мы обозначили свою готовность помогать. Это же сделали и турки, и иранцы. О наших возможностях знают арабские страны, которые сейчас контактируют с новыми властями в Дамаске. И учитывая то, что Ахмед Шара сказал о наших отношениях, назвав их давними и стратегическими, я думаю, новые сирийские власти смогут определиться, в каком конкретно виде, в каких формах астанинский формат может оказать содействие процессам, которые сейчас в Сирии начались. Еще раз говорю, у нас плотные связи с сирийским народом, еще со времен Советского Союза, когда наша страна активно поддержала стремление сирийцев избавиться от французского колониализма. И все последующие годы мы способствовали созданию основ экономики, промышленности, социальной сферы Сирийской Арабской Республики. И нам, в общем-то, понятно, что интерес сирийского народа заключается в том, чтобы установить хорошие отношения со всеми без исключения внешними игроками. Мы считаем это абсолютно правильным. Это один из главных факторов, который будет гарантировать единство, территориальную целостность и суверенитет сирийского государства. Мы всячески готовы этому способствовать. Но понятно, что на Ахмеда Шара, на его соратников сейчас оказывается огромное давление со стороны Запада. Американцы активизировались, европейцы, и все хотят работать не на то, чтобы сохранить единство всех этнополитических сил в Сирии, а на то, чтобы оторвать себе побольше влияния и даже территории. Вот. И что касается эгоизма западного, очень показательно выступила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, требуя, чтобы Сирия перестала сотрудничать с Россией, а такая важнейшая держава, как Эстония, устами своего министра иностранных дел, не помню фамилии, к сожалению, заявила, что Эстония не будет оказывать поддержку новым властям в Дамаске, если они не выгонят российские военные базы из Сирии. Представляете, как страшно? Вот, поэтому такое, уже дипломатическое хамство, оно становится привычным. Так действуют и украинские власти, оскорбляя всех подряд, кто не подпевает им хором. Так действуют и наши европейские соседи. Надеюсь, что их тоже жизнь научит уважать интересы всех, без исключения государств, и отказаться от неоколониальных замашек. Поэтому будем работать дальше. Уважаемые коллеги, благодарю вас за участие. На этом завершаем интервью Сергея Лаврова. Спасибо. Спасибо.